Дисклеймер. Данный контент предназначен исключительно для образовательных целей. Я, Джексис, строго осуждаю любые противоправные действия или неподобающее поведение. Моя цель – повысить осведомленность и обеспечить безопасность сообщества для всех. Вроде бы самые простые игроки, но что вы знаете об этих людях? Кто-то видит в них простых игроков, кто-то хороших бизнесменов, кто-то знаменитостей, кумиров, но ими ли они являются на самом деле? На протяжении десятилетия мир Майнкрафт был убежищем, местом, где миллионы детей и подростков, взрослых и юношей находили вдохновение, дружбу и безопасное сообщество. Мы росли, смотря их летсплеи, смеялись над их шутками и чувствовали себя частью большой и дружной семьи. Мы верили им, доверяли им самое ценное, свое внимание, свое время, а некоторые даже свои секреты. Но за этой идеально выстроенной стеной из кубиков скрывалась пугающая реальность. Сегодня я покажу вам другую сторону их истории. Сторону, где кумиры оказывались манипуляторами, анонимные сообщения превращались в реальное преступление, а доверие в насилие. Мы погрузимся в самые мрачные скандалы, которые потрясли Майнкрафт-сообщество, чтобы понять, как система позволяла этим людям чувствовать себя безнаказанными. В период с 2013 по 2020 год, более известный как Lion Maker, стал заметной фигурой в обширном сообществе Майнкрафт на YouTube. Его канал, набравший почти 800 тысяч подписчиков, был ярким примером того, как страсть к игре и умение создавать увлекательный контент могут привести к огромной популярности. Lion Maker искусно использовал динамично развивающееся сообщество Майнкрафт, активно сотрудничая с другими известными ютуберами. Его видео часто включали совместные проекты, интервью и игровые сессии, которые не только привлекали внимание к его каналу, но и способствовали росту всего сообщества. Зрители ценили его за энергичный стиль, креативные идеи и способность поддерживать интерес к игре через разнообразные форматы контента, будь то выживание, строительство или мини-игры. В то время он был олицетворением успешного и вдохновляющего создателя контента, чье влияние на молодую аудиторию было значительным. Этот период стал золотым веком его карьеры, когда он пользовался доверием и любовью тысяч фанатов, прокладывая себе путь к вершинам популярности на платформе YouTube. Однако за блестящим фасадом успеха скрывалась тревожная реальность, которая начала проступать в 2015 году. Именно тогда появились первые шепотом передаваемые слухи, а затем и открытое обвинение в груминге в адрес Lion Maker. Сообщения, поступившие от нескольких источников, рисовали мрачную картину. Обвиняли в неподобающем общении с несовершеннолетними фанатами, а также в требовании от них отправки обнаженных изображений. Whatever the other one's called, Twitter. Twitter. Yeah. Ah, thanks. Then he asked her to send nudes. What is your reaction? Она рассказала, что ее сын был фанатом Lion Maker. В какой-то момент она заметила, что ребенок ведет себя странно, постоянно прячет телефон или экран компьютера и с кем-то активно переписывается в Skype. Она рассказала, что Lion Maker использовал свою популярность как инструмент. Он говорил ребенку: «Ты избранный, я общаюсь только с тобой. Другие фанаты об этом мечтают». Это заставляло ребенка чувствовать себя особенным и хранить тайну. Сначала он просил просто фото лица, потом фото без футболки, а затем перешел к более жестким требованиям. Когда ребенок начал сомневаться или говорить, что ему некомфортно, Lion Maker начал давить: «Если ты не пришлешь, я перестану с тобой дружить. Я забаню тебя на своем сервере и расскажу всем, какой ты плохой фанат». Но тут наступил момент взрыва. Мать рассказала, что когда она прочитала это, она не просто удалила скайп, она взяла телефон сына и сама начала писать Lion Maker'у от имени ребенка, чтобы вытянуть из него как можно больше доказательств. Но началось как отдельное подозрение, а быстро переросло в серьезный скандал, который навсегда изменил его репутацию и стал одним из самых громких дел о педофилии в онлайн-сообществе Майнкрафт. Когда обвинения в груминге начали набирать обороты, реакция Lion Maker была предсказуемой, но крайне неубедительной. Изначально
пытался полностью отрицать свою вину, утверждая, что его аккаунты были взломаны, а вся информация о неподобающем поведении является сфабрикованной. Он стремился представить себя жертвой злонамеренной кампании, пытаясь отвлечь внимание от сути обвинений. Но все же в конечном итоге Лайнмейкер не получил тюремного срока и вообще не понес уголовного наказания. На это повлияло несколько факторов. Побег из страны. На момент скандала он находился не в США, а в Бразилии. Поэтому достать его из Бразилии было достаточно тяжело. Да и к тому же не было официального заявления в полицию Бразилии. Несмотря на то, что доказательств в интернете было море. Для реального срока нужно было, чтобы родители жертв подали официальное заявление в полицию именно в Бразилии, чтобы ФБР начало международное расследование. Да и к тому же вместо тюремного срока он получил смерть карьеры, да и социальную казнь. Его канал был удален, его личные данные были слиты в сеть. Все крупные майнкрафтеры публично отреклись от него. Он стал самым презираемым человеком в сообществе на долгие годы. Хоть он и пытался вернуться, у него ничего не вышло. Но лично у меня это никакого чувства огорчения не вызывает. 19 июня 2020 год. В комьюнити Ваннаса прогремел взрыв. Девушка под ником Эш опубликовала не просто пост в Твиттере, а полноценный PDF-документ. Это было профессиональное досье на мини-LED. В этом файле на 10 страницах она детально разобрала события 2016-2018 годов. На момент начала их общения ей было 15 лет. Она предоставила доказательства, что он не просто знал ее возраст, а осознанно использовал это для манипуляций. Он был ее кумиром, и он этим пользовался. Почему большинству лик это скриншоты из Snapchat? Mini-LED настоял на переходе туда почти сразу. В своем PDF Эш объясняет. Он знал, что в Snapchat сообщения исчезают. Это позволяло ему чувствовать себя в безопасности, когда он запрашивал у несовершеннолетней личные фотографии. Но он совершил ошибку. Я делала скриншоты. На одном из них видно, как он просит меня быть его маленьким секретом. Это и есть классическая схема изоляции жертвы от общества. Спустя считанные часы после PDF-файла Эш появилась Хейли, и если PDF был текстовым доказательством, то Хейли предоставила визуальные улики. Она показала записи экрана своих видеозвонков с мини-LED. На них четко видно лицо ютубера, который просит Хейли, тоже на тот момент несовершеннолетнюю, совершать действия сексуального характера на камеру. Это уже не просто неправильные слова, это прямые доказательства растления. Он видел ее лицо, он знал, с кем говорит. Для понимания, Mini-LED был частью Wellness Crew, группы друзей, которые доминировали на западном ютубе. После выхода PDF-файла лидеры группы, такие как Wildcat, Тайлер и Террорайзер, Брайан, официально открестились от него. Тайлер позже на стриме подтвердил: «Мы выгнали Mini-LED из своей компании еще до скандала за токсичное поведение и подозрительные наклонности. Он был изгоем внутри своей же тусовки еще до того, как об этом узнал интернет». Ответ Mini-LED последовал через несколько дней. Видео под названием «Мои извинения». Сейчас оно удалено, но интернет помнит все. Вместо того, чтобы прокомментировать PDF-файл и видео Хейли, он начал говорить о своих проблемах с ментальным здоровьем. Это была попытка вызвать жалость, но он ни разу не произнес слово «жертва» или «вина». Он называл это недопониманием. Зрители мгновенно раскусили фальшь. Под видео было рекордное количество дизлайков. Май 2021 года. Прошло чуть меньше года с того момента, как PDF-файл Эш уничтожил репутацию Mini-LED. И что вы думаете? На его канале выходит ролик с заголовком «Я вернулся». Чел реально решил, что года в тени достаточно, чтобы люди забыли про Хейли и про его манипуляции. Он сидел в кадре с грустным лицом, говорил о ментальном здоровье и о том, как он работал над собой. Но знаете, чего там не было? Ни одного слова извинения перед жертвами. Он вернулся не каяться, он вернулся за вашими просмотрами и деньгами, говорили его же поклонники.
панике. Но интернет не просто не забыл, он ждал. Как только Минилет попытался вернуться, вскрылся новый пласт грязи. Появился парень под ником Эйден. Он выложил свежие пруфы, которые доказывали. Пока Минилет лечился и молчал, он продолжал писать молодым ребятам. Та же схема, те же манипуляции, те же запросы в Снэпчате. Эта попытка возвращения стала его главной ошибкой. Она спровоцировала вторую волну разоблачений, которая была еще мощнее первой. Ну, вот и подошел конец первой части. Я сильно старался над этим роликом, поэтому я буду очень рад, если вы меня поддержите лайком и подпиской. Ну, на этом все. С вами был Джексис. Пока.